Привет, я в Питере решил прокачать свой скилл в дрифте. Связался с компанией «Культура заноса». Приехал, катаюсь. Ни я, ни боком и никак. Уважаемые сотрудники, хозяева компании «Культура заноса», блин, уважайте нас, ваших клиентов. Ну, приехать к вам далеко от города и ничего не сделать, это очень неприятно. В Питере у меня подрифтить не получилось, а в Москве получится. Я приехал на трассу в Мечково, и мои друзья из РДС и iMall предложили мне пройти курс молодого бойца. Займет это 1 час. И вон готовится уже автомобиль. Пойду узнаю, что за автомобиль, и расскажу вам, как это происходит и сколько это стоит. Это Nissan Silvia S15. 15-я Silvia. В стоке? Ну, чуть-чуть дрифта добавил. И сколько там лошадей на колесах? Ну, здесь типа моторных, сейчас 250 сил. 250 лошадиных сил. Влажно. Я думаю, что мне будет предостаточно. Вот здесь, где мокренько и начинать, да? Вот здесь можно добавлять газ. Сейчас все было четко, ты приспустил даже газ, но мало. То есть ты здесь газ приспустил, а рулем подрабатывая, наоборот, в сторону заноса. То есть по-любому ее на мокром будет чуть-чуть заносить больше. Просто предугадывая это, чуть-чуть рулем в сторону заноса, раз, и помог. Потом на сухое она попадает, опять раз, ну, внутрь корректировочку сделал, все, через центр проезжай. Единственное, сейчас было много оборотов, ну, практически постоянно в отсечку бился, то есть чуть-чуть там на 500 оборотов приспустить, она будет точно так же ехать, но мотор будет меньше насиловаться. То есть машина пошла, и нужно было начинать, то есть она все боком пошла, нужно было начинать подворачивать вправо и на траектории держать. А ты как бы руль вывернул и держал его ровно, и нас наружу вытащил. Стрелки, у тебя получалось. Поехал по часовой стрелке, у тебя перестало получаться. Это тоже абсолютно нормальная история у всех. Видишь, она начала уезжать. Сейчас наружу ты ехал, все четко. Полкруга ты прям контролировал ее, ехал по хорошему радиусу. Ручник не работает, да? Это же дрифты в ручник. Тут видишь, розовая кнопочка для девушек. Да. Так вот делаешь раз. Потом раз. Это когда ты уже ездишь с ручником, там постановку, чтобы когда ты его тянешь, чтобы он не фиксировался. Ну, типа, не надо было нажимать, там пружинка убрана, поставлена кнопочка. Видишь, колеса передние стерты, ну, лысые. Да. То есть они хоть и передние, но они тоже быстро трутся, у них, видишь, там такое направление, полоски идут. Ну, как. А так что, как тебе пока? Круто, интересно прям. Интересно, да? Тут главное, ну, почувствовать, то есть ты должен жопой чувствовать положение машины твое, да, куда, то есть ты вот едешь, прямо, газ добавил, она выставилась, должен чувствовать, вот она, машина встала. Можно мало газа, много руля подворачивать внутрь, допустим, ехать на маленьком газу, но на среднем, сильно рулем ее заламывать, то есть чтобы морда уходила как бы внутрь и жопа будет как бы, ну, скользить. Или минимально рулем, да, и просто газ нажал, как бы, и газом. Ну, то есть тут... Слушай, давай попробую с минимально газа и больше руля, а потом больше газа и... Ну, сейчас вот здесь встань в центре, я сейчас прокачусь, покажу. Ну, ты сейчас просто услышишь... Эй, ты сейчас услышишь, я вот прокачу сейчас 2 круга, будет как бы мало газа, да, относительно. И я буду ехать как бы боком и, ну, вот, по кругу. Второй раз будет то же самое, только будет, ну, много газа. Но как бы упражнение одно и то же. Просто посмотришь. Ну и посмотри, как передние колеса.
Сейчас... Я сейчас ехал Ага, 4-5 тысяч оборотов, ну, до 5. ага. Сейчас буду ехать, ну, как ты едешь под отсечку. Будет тот же самый радиус, но оборот. Слушай, все, я понял. Сейчас как бы радиус тот же, чуть-чуть больше угол, да, и больше вращения на колесе. Я сейчас ехал, когда в полный газ, я руль как бы выставил, и все, она сама едет. А когда мало газа, то есть я рулем подламывал, ну, чтобы она ехала боком, не спрямлялась в таком формате. А, чуть остынет. То есть вот сейчас я прям понял, что тормоз мне сейчас вообще никак не нужен был. Тормоз тебе не нужен. А когда он нужен? Ну, тормоз нужен, если у тебя какая-то шоу-программа, да, можно, чтобы было больше дыма, ты едешь в 2 педали, в газ-тормоз. Некоторые некоторые пилоты катаются в газ-тормоз, 2 педали, то есть он разгон, выставился, все, в 2 педали нажал, то есть, ну, он держит машину тормозом и как бы газом одновременно, то есть так как бы проще, может быть, ездить, но я так не катаюсь, мне так как бы не нравится. Но когда едешь вторым, ну, частенько приходится такой технике прибегать, когда едешь вторым, соперник медленнее, и ты к нему в базу встал и в 2 педали едешь. То есть по одной педалью тормозом ты машину ограничиваешь в скорости, чтобы не упереться в него, а газом как бы, ну, просто газуешь, да. Вот та же упражнение восьмерка, то есть она выполняется как, да, проехали полукруг, перекладка, сброс газа, полет, открылись, поехали, да. Можно ее, ну, натренировать таким образом, потом добавить, допустим, торможение, да. Ее же можно поставить как бы здоровую, там, под вторую передачу, под первую. Там, с одной стороны, будет широкая восьмерка, там, полоса широкая. С другой стороны, узкая, ну, понятно, то есть, да. широкая, разгоняешься, перекладываешься в узкую, тормозишь, понижаешься там на передачу. То есть тут вариаций, как извратиться и придумать сложное задание, ну, миллион. То есть ты такой, можешь сказать, Илья, все, я делаю восьмерку, я тебе восьмерку раздвигаю, делаю там другие тех задания, и ты, блин, опять мне ничего не получается. Ну, в таком формате. Я езжу на переднеприводной машине, и вот заднеприводную, может быть, возьму. Дешево, сердито, это какой-нибудь Nissan старый брать из пока относительно недорогих, это что-нибудь там Лаурель какой-нибудь, ну, или, опять же, с документами нужна машина или без документов? Тут Я-то в Гонконге живу, то есть у меня, вопрос. Ну, а там, у меня все с документами, и... Тут надо смотреть по местной ситуации, какие тачки есть, на какие тачки есть запчасти, потому что если ты где-то будешь на какие-то мацури выскакивать, там, ну, на треках движения, ну, такие там любительские, то по-любому будут какие-то поломки, клювки там друг друга, ну, чтобы не была такая машина, что ты ее купил, а она там их 5 на белом свете, и как бы у тебя на нее ничего нет. У нас Сильвии диких денег стоит, диких денег. Это переоцененная очень сильно платформа, как бы реально машине там 25 лет, а стоит она. Ну да, очень да. Но как бы королева дрифта. Сейчас сдаем тест, как бы вступительный экзамен на упражнение восьмерка. То есть ты сейчас делаешь 2 круга полных в одну сторону, 2 круга полных в другую сторону. Таких безошибочных. И мы ставим тебе восьмерочку, одеваем касочку, это уже быстрое, опасное упражнение. И поедем лупить. Сдам я экзамен или нет? Да, никто не сдавал еще с первого раза. Да, все, я понял. Сильно много газа. Левее рулем, левее. Круг проехали. Сейчас здесь сильно рулем дернул ты влево, то есть все четко ехали. И ты рулем лишка чуть-чуть крутанул и нас развернул. Базовое знание получено. Так, восьмерочка. Многие спрашивают, сколько шагов надо стоять между конусами. По ситуации. 20, 25, 30. Короче, смотри. Ты катишься. Вот так пошире мы от конусов взяли, да? Добавляем газ. Машина. Слав занос. То есть это сложно как бы объяснить, но
еще сложнее сделать. Но ни в коем случае не нужно смотреть на конус, на тот крайний, и в него ехать. Потому что ты прям по нему проедешь. Ты спрашивают, как тебя не укачивает, меня очень сильно укачивает. Особенно, когда на пассажирском месте, да? А? Особенно, когда на пассажирском месте. Да, и у меня даже кончились таблетки от укачивания. Поехали. Смотри, сейчас вокруг тех концов пошире начинай, ну, туда, пошире, замечай. Все, добавляй газ в пол. Все четко, но... Помнишь, я говорил, не едь в конус, не смотри на конус, тебе нужно ехать вон туда, в ангар, то есть, ну, как бы, мимо конуса смотреть. А ты, как бы, смотрел на конус, рулил на конус и сбил один конус. Все смотрится очень легко и просто, а ошибки я допускаю, как и все абсолютно ученики Ильи. Мы переложились, но сбили конус. Убили конус. Я думаю, мы на этом можем закончить. Да, на убийстве конуса мы и закончим. Слушай, где он? Он жив? Мое второе пришествие в дрифт оказалось интереснее, увлекательнее, круче. Мне больше понравилось больше. Спасибо Илье. Ссылка на все контакты Ильи будет в описании. Связывайтесь с ним. Чувак реально круто учит. Мне понравилось. На этом все. Хорошего настроения и пока.